Всем привет, меня зовут Руслан, это моя домашняя full body тренировка со спортивными жгутами и резинками, которая будет полезна и вам для здоровья и эстетики вашего тела. Тренировку можно выполнять где удобно. Для работы понадобится минимальный и доступный каждому атрибут, это резинки и жгуты. При этом с ними можно получить достаточно хорошую нагрузку, приближенную к нагрузке от гантелей и тренажеров. Я сам удаленщик, живу в провинции, зала рядом нет, да и как-то все равно люблю заниматься больше один, без внимания людей вокруг. Вот, мне так гораздо комфортнее. Почему full body тренировка? Все больше исследований приходит к выводу, что проработка всех групп мышц за тренировку более эффективна для их роста. И, вот, в принципе, свой лучший результат я получил именно при этой программе тренировок. А хорошие резинки с равномерным натяжением дают мышцам достаточную силу для стимула к росту, и не обязательно для этого иметь дома гантельный ряд или кроссовер, но обязательно нужны наиболее эластичные резинки и жгуты с равномерным натяжением, поэтому нужно выбирать качественный атрибут. Принципы подстройки такой тренировки под нужные цели и как выбрать жгут с подходящей силой натяжения. Если цель нарастить объем мышц, не сбавляя при этом массу, то по силе натяжения нужны такие резинки, чтобы максимум чистых, именно чистых повторений в подходе был в районе 6-9 раз, заканчивая заодно повторение до отказа. В этом диапазоне не сжигаются активно калории, и работа мышц очень близко к отказу приводит к более быстрому росту мышц. Под отказом я имею в виду повторения, которые уже выполняются без техники, тяжело, коряво и неправильно. Это вот и будет отказ. Если цель похудеть и при этом оформить легкую округлость мышц, то нужны такие по силе резинки, чтобы максимум чистых повторений в подходе был в районе 11-13 раз. В таком диапазоне калории сжигаются более активно, но и работа в максимуме приводит к росту мышц. При наращивании мышечной массы полезно делать периодизацию этих двух программ. Например, 2 недели вы делаете первый вариант при 6-9 повторениях, 1 неделю делаете второй вариант на 11-13 повторений и неделю вообще отдыхаете, никаких тренировок. Мышцы должны отдыхать, иначе можно словить перетренированность и откатиться в результате, причем значительно. Если ваша цель просто сбросить массу и иметь стройную, подтянутую фигуру без особого объема мышц, то нужны резинки с меньшей силой, и чтобы максимум ваших повторений, чистых повторений, был в районе 15. Но заканчивать нужно уже не перед отказом, а за 2 повторения до отказа. В этом диапазоне идет наиболее активное сжигание калорий, но рост мышц при этом незначительный. Если ваша приоритетная цель – это здоровье, особенно сердечно-сосудистых и лимфатических систем, здоровье органов и тела, если нужна реабилитация после болезни, травмы или ранения, или у вас просто больные суставы, какие-либо серьезные хронические болезни, то нужно подбирать такие жгуты по силе, чтобы сделать спокойно 18-20 повторений. Между подходами отдыхать подольше и работать в спокойном, таком щадящем для себя темпе. Общие моменты для каждой из этих целей. Мышцам нужна прогрессия нагрузок, чтобы у них был стимул расти и становиться сильнее. Поэтому, как только пройдет необходимый максимум повторений для определенной цели, нужно добавлять нагрузку. Это может быть жгут посильнее или еще один жгут к предыдущему. В любой тренировке важно отслеживать результат и следить за прогрессией нагрузок. Полезно вести записи, чтобы не забывать свой текущий рабочий жгут. Вот для примера мои веса по моей сегодняшней программе тренировок. Мой ориентир максимума – это 8 повторений. Жгуты подобраны так, чтобы я сделал чистыми именно 8 повторений. Если я сделаю больше, то на следующей тренировке возьму жгут сильнее или объединю несколько, чтобы в целом нагрузка была больше. Чтобы сделать фактически уже 6 чистых повторений, и тренировка за тренировкой я снова дойду до 8 повторений. Как только я делаю 9, значит, пора брать жгут посильнее, и можно прямо взять за правило, что при увеличении нагрузки фактически максимум должен упасть на 2 повторения. Еще раз, я делаю мой максимум, который мне нужен, это 8 повторений.
Вот, если я сделал 9, значит вес уже маленький, надо добавлять. Добавляю я его так, чтобы сделать уже 6 повторений и дойти снова до этой восьмерки. Как только я дохожу, и точнее перехожу и делаю 9 повторений, то добавляю еще жгут. И снова отпускаюсь до 6 повторений. И вот таким образом прогрессия нагрузок у меня и будет расти. В любом упражнении важно дышать. Дыхание не задерживаем. Выдох на усилие, вдох на возвращение в изначальное положение. В каждом упражнении добиваться максимальных пиков сокращения и растяжения мышц. Это также даст больший эффект. Итак, вся теория сегодняшней программы тренировок закончена. Можем приступать к тренировке. Давайте, поехали. Начинаю, конечно же, с разминки. Разминку мы начинаем таким необычным немножко методом для стандартных тренировок. Это пробивка мышц. Начинаем мы с ног, начинаем с икр, камбаловидных мышц. И прямо зажимаем. Не слишком сильно, чтобы не оставить синяков, но довольно крепко, чтобы прямо прочувствовать. Переходим к бедрам. Бицепсы бедра, квадрицепсы. Переходим к ягодичным мышцам. Немножко себя полапаем. Поясничный отдел. Брюшные мышцы. Разминаем широчайшие. Трапеция. Для проработки более глубоких мышц спины нужно сделать такой небольшой колобочек. Так мы проработали более глубокие мышцы спины, которые руками уже достать более не так легко. Переходим к рукам, предплечья. Бицепсы. Разминаем именно в таком расслабленном состоянии их. Трицепсы разминаем таким же образом. Переходим к плечам, грудь. Теперь разминаем наши суставы. Начинаем мы с голеностопа. Делаем вот такие вот движения. То есть мы немножко растягиваем голеностоп со всех углов. Не просто их таким вот образом быстрым прорабатываем, еще и растягиваем. Держим под натяжением. Переходим к коленям. Тазобедренные суставы. Поясничный отдел. Работаем корпусом. Переходим к нашему плечевому поясу. Руки в стороны и понемножку начинаем вот таким вот образом их раскачивать. И в обратную сторону. Добавляем больше амплитуды плечами.
И вперед. Еще больше. Ух. Прям это приятный внутренний хруст. Меня прям пробрало дофамином. Работаем над локоточками. В стороны и во внутреннюю тоже. То же самое делаем с кистями. Принцип, как и у голеностопа. Мы вот именно натягиваем в обратную сторону. Здесь очень много маленьких костей, сухожилий, над которыми работа должна вестись именно так. И шея. Можно делать аккуратное движение вперед и не слишком сильно уводя назад, в бок. Смотрим вправо-влево. Для удобства разминания мышц шеи я обычно делаю так. Я поднимаю плечи и вот так вот прокатываю. Это уже не травмоопасно. При этом мышцы разминаются довольно хорошо. И, соответственно, разогревочный комплекс – это небольшое кардиоупражнение, как вам удобно, можно делать бабочку ту же самую, jumping jack. Либо можно попрыгать на скакалке. Также можно размяться, используя подручный вес. Допустим, как раз мимо проходил, и проделать какие-либо упражнения подобного рода. Вперед, вправо, влево и круговые движения руками, чтобы проработать прямо плечевой пояс, работать здесь и грудные мышцы в том числе, бицепс. И можно сделать также с плечами. Упор здесь на среднюю дельту. Спасибо, родной. Помог. Благодаря тебе я не получу травмы, потому что разминаться нужно как раз в том числе и для этого, чтобы не получить травмы, вот, и, в принципе, привести в боеготовность свой организм. И я начинаю непосредственно свою full body тренировку. Начинается она с блока ног. Мы прорабатываем квадрицепсы, бицепсы бедра, икроножные и ягодичные. Что еще здесь очень важно, это мои коротенькие шортики. Я их надел буквально на время, надеюсь, они вас не смущают, чтобы показать, какие целевые мышцы работают. Первое упражнение – это упражнение, направленное на проработку квадрицепсов, это вот передняя часть бедра. Мой вес – это вот такие две резинки на сегодня. Здесь как раз таки можно увидеть их силу, да, здесь 5 показателей заполнены, здесь 3. Вот у меня по программе тренировок идут как раз таки 5 плюс 3. Как можно сейчас использовать эту резинку для проработки квадрицепса? Левой ногой встаем на резинку, правую надеваем на голень. И функция мышц квадрицепсов передней части бедра – это разгибание ног. Соответственно, нужно приложить усилию на разгибание ног. Зацепили таким вот образом. Можем поддержать бедро и разгибаем. Выдох делаем на усилии. Вдох на возвращение в изначальную позицию. Вес я этот сохраняю. Соответственно, у меня он не больше. Я не вышел за пределы своего максимума. 8-е повторение еще было такое корявенькое. Вот, это мой максимум. Как раз то, что мне и нужно. То же самое мы делаем на другую ногу.
Хорошо. В этом упражнении у меня 2 подхода. Девчонкам, которым интересна будет такая программа тренировок, можно делать 3 подхода как раз таки. А потом убрать 1 подход с какого-либо упражнения на верхние группы мышц. Вот. Отдыхать здесь есть смысл где-то 2 минутки. Это пусть даже, да, большая группа мышц довольно-таки. Вот. Но это не базовое упражнение, многосуставное, где очень сильно поднимается пульс. То есть здесь достаточно отдохнуть 2 минутки. Следующее наше упражнение будет направлено на проработку бицепса бедра. Это задняя поверхность бедра. Его функция – это сгибание ноги. Соответственно, здесь мы должны приложить сопротивление, усилия вот именно этому действию. Что мы делаем? Для этого нам понадобится стул. В принципе, во всех следующих наших упражнениях будет нужен только он. Стул есть в доступе у всех, табуретка, что угодно, поэтому можно им пользоваться. Итак, мой сегодняшний вес – это вот эти 2 резинки. Они у меня записаны как 5 плюс 3, потому что здесь на них вот есть такие отметинки 5, то есть заполненных кружочков, здесь 3. То есть мы смотрим усилия таким образом. Вот. Дальше проворачиваем вот таким вот образом стул. Натягиваем резинку, цепляем на ногу таким макаром, а второй ногой мы здесь придерживаем. Вот. Соответственно, теперь делаем целевое действие. Это сгибание ноги. И вы должны здесь прямо почувствовать, как работает задняя поверхность бедра. Делайте акцент на нем. Выдох. Вдох. Делаем плавно, как само действие, так и возвращение в изначальное положение. Хорошо. Делаем также на следующую ногу. Натянули на пятку. Сделали упор. И то же самое действие. Сгибание ноги. Стул может вот таким вот образом проворачиваться. Контролируйте это как раз упором. Следующее упражнение в блоке ног – это наши ягодичные мышцы. Будем мы их прорабатывать мостиком. Вот. Надо сначала надеть вот такие вот резинки на себя. Итак, мы надели на себя наши резинки. Мой вес сегодня вот именно эти цвета. Я подобрал, чтобы сделать максимум 8 повторений. Поддерживаю их руками и прижимаю к полу. Здесь мы ставим ногу одну наверх. Подсаживаемся так, чтобы бедро и голень были немножко таким под острым углом. Итак, прижали резинки к полу и ягодицей выталкиваем себя вверх. Ягодицу прямо сжимаем. Чтобы работала именно она. Ощущение чудесное. Так же делаем и на другую ногу. Очень сильное базовое упражнение. Здесь работают не только ягодичные мышцы, здесь на самом деле вы почувствуете и бицепсы бедра, и икроножные, и пресс, потому что здесь идет скручивание корпуса.
немножко, в небольшой амплитуде, но все равно чувствуется. Вот. Вот поэтому я и говорю делать акцент на ягодицах, то есть мы должны их прям напрячь и сжимать, когда делаем это упражнение. Здесь принцип подходов такой же. Я делаю 2 подхода, как и в упражнениях на заднюю поверхность бедра и на переднюю поверхность бедра. Если бы я был девчонкой, я бы, скорее всего, делал здесь акцент больше на низе и добавлял еще по одному подходу. То есть на ягодичный я добавил еще один подход. И меньше потом сделал верхнюю группу мышц. Отлично. Отдыхаем здесь подольше, где-то 3 минутки. Это такое хорошее базовое упражнение. Здесь надо пульс немножко успокоить. Вот. И после чего переходим к нашим икроножным. Функция, соответственно, икроножной мышцы – это разгибание нашего голеностопа. Вот так же, как и камбаловидные мышцы. Вот. Соответственно, здесь мы прикладываем усилия именно на это действие. Я взял вот такие вот резинки, их у меня здесь уже будет побольше. Весами я себе их отметил, да, они в программе тренировок записано, что вот такие-то, такие-то резинки мне для этого нужны. Все, натягиваем нашу икроножную мышцу и разгибаем. Делаем это медленно. Вот она. Хорошо очень чувствуется. Отлично. Здесь я сделал подольше, где-то у него 12 повторений, да, вышло. Я сбился со счета немножко. Вот. Небольшая группа мышц. На самом деле здесь довольно выносливые мышцы. Здесь больше белых мышечных волокон в икроножных мышцах. Вот. Поэтому на них нужно делать побольше повторений. Вот. Ну, это уже отдельная тема анатомии. Просто имейте в виду, что икроножные мышцы, это можно сделать побольше на них повторений. Вот. То же самое делаем на другую ногу. Натянули. Разгибаем. Отлично. Отдыхаем здесь, в принципе, поменьше, минутку, потому что пока мы делали одну ногу, другая нога уже отдыхала. Вот, делаю я еще один подход. Вот, с упражнением на ноги мы закончили. Теперь переходим к блоку верхних мышц. Начнем мы с базового упражнения на спину, на широчайшие, на более глубинные мышцы спины. Как их можно проработать? Соответственно, я беру все эти резинки. Это вот мой сегодняшний вес. С ним я сделать должен максимум 8 чистых повторений. Вот, функция мышц спины – это как раз-таки приведение руки к себе. Это подтягивание. Допустим, если мы висим на турнике, мы подтягиваем себя именно спиной. Вот, это какие-либо тянущие упражнения. То есть они должны тянуть. Здесь мы точно так же тянем нашу группу резинок. Растянули, да, помню, что очень важно, чтобы было мышцы растянуты. И переходим к сокращению. На выдохе подтягиваем к себе. Сначала сводим лопатки, то есть при проработке мышц спины очень важно сначала свести лопаточку вот таким образом, сократить мышцы вокруг нее, и после этого приведите руку. Поехали. Привели и тянем спиной.
Так, кажется, я сделал 9 повторений. Соответственно, на следующую тренировку я к этому весу добавляю еще одну резинку. Скорее всего, добавлю вот эту синюю. Вот, то есть я свой максимум перешел. Дальше я уже работаю не на свою цель, а на цель, которая идет на следующее по ступени, это сжигание. Вот. Моя цель – это рост мышц. Я сохраняюсь в диапазоне 6-8 повторений. Я добавляю резинку. Следующую тренировку я сделаю уже меньше. Скорее всего, я сделаю 7 повторений. И опять-таки дохожу до 8. Как только я делаю 9 повторение, я опять добавляю вес. То есть всегда нужна прогрессия нагрузок. Вот. Также работаю на другую сторону. Опа. Теперь с этой стороны. Растянули и тянем. Вот я сам забываю постоянно лопатку свести сначала. Здесь очень важно чувствовать спину, тянуть вот именно ею, не рукой, не сгибать. Здесь очень важно тянуть так, чтобы ваше предплечье продолжалось в одной параллели с резинками, то есть не сгибалось, чтобы не делать акцент на бицепс. Именно тянем спиной. Вот, она находится в одной плоскости. Тогда мы делаем акцент очень хороший на спину. Отдыхаем. Здесь можно отдыхать подольше, потому что это базовое упражнение, многосуставное. Отдыхаем 3 минуты, 3-4 минуты. Восстанавливаем пульс. Я сделаю еще один подход. У меня будет 2 подхода на спину. Я сделал базовое упражнение на спину. И сделаю на самом деле 3 подхода. Я вас немножко обманул. Вот. Базовых упражнений можно делать побольше. То есть 2 подхода это еще на самом деле будет маловато, 3 подхода в самый раз. Но если бы я был девчонкой, еще раз, да, и мне нужен был акцент на низ, я бы сделал больше на низ и убрал бы здесь один подход с упражнением на спину. Как и следующее упражнение. Далее мы переходим к базе грудных мышц. Это так называемые толкающие упражнения. В принципе, вся функция грудных мышц, трицепса, передней дельты – это толкать от себя. Когда мы отжимаемся, мы толкаем именно ими, но в особенности грудной мышцей. Как мы можем здесь как раз-таки сделать на нее акцент? Берем жгут. У меня сегодня как раз это зеленый жгут. С ним я буду толкать. Скорее всего, я сделаю с ним больше. Я добавлю еще немножко вот так вот. Вот. Как мы можем это сделать? Как можем проработать наши грудные мышцы? Натягиваем таким образом жгут. Вот. Лучше делать по одной руке, по одной стороне, чтобы краски прочувствовать целевую группу. Сделали упор, эту руку приподнял и ею выталкиваю. То есть здесь еще очень важен угол руки. То есть он должен быть вот такой слегка острый угол между корпусом и рукой. Вот. Готов? Мышца грудная растянута. И отсюда я делаю вот такое вот движение. Я толкаю и сокращаю грудную мышцу. Здесь я ее прям сократил, я должен чувствовать, как она сокращена. Можно даже руку немножко уводить глубже, чтобы еще больше ее сократить. О! 6 повторений. Вес в самый раз. Я должен теперь с этим весом дойти до 8 повторений. Как я сделаю 9, я добавляю вес. Потом я буду вот эту красную резинку менять на черный жгут. Вот. Но пока продолжаем. Точно так же мы делаем на другую сторону. Мышца растянута. Угол есть. И отсюда выталкиваем. Можно сокращать мышцу, уводя руку глубже.
О, грязное повторение было. Очень грязное. Здесь, по сути, у меня вот на левую сторону получается максимум 5 с этим весом. Вот. Не смог проконтролировать, рука начала дрожать, резинка соскользнула. Вот. Соответственно, можно было бы взять вес меньше, но хочется все-таки делать равномерную нагрузку. Я этот вес оставляю, в следующую тренировку просто постараюсь вот это 6-е повторение прямо проконтролировать еще сильнее. Делаем 3 подхода. Отдых между подходами 3 минуты. Это базовое упражнение. Оно разгоняет пульс, будет то, что надо. Вот, поэтому здесь можно отдыхать побольше. 3-4 минуты. И поехали. У меня еще 2 подхода впереди. Следующее базовое упражнение будет направлено на проработку плечевого пояса. Вот именно средних дельт и передних дельт. Вот. Мы, на самом деле, когда делали жим, мы переднюю дельту очень даже хорошо проработали. Вот. Мы ее отдельно, в принципе, тренировать не будем. Ни в сегодняшней, ни во второй моей тренировке, которую я выложу через пару недель, ни в третьей. Вот. Будем делать акцент на средние дельты и на задние, передние, потому что работает всегда и так хорошо. Вот. Сейчас мы будем делать упражнение базовое на плечевой пояс, как я и говорил. Оно немножко такое, немного опасное, потому что оно создает осевую нагрузку на поясницу, то есть мы будем тянуть сейчас вверх. Вот. Для тех, у кого есть проблемы с поясничным отделом, со спиной, там, грыжа, остеохондроз, вот у меня есть остеохондроз поясничного отдела, какого-то там позвонка, лучше использовать пояс. Никогда не стесняйтесь использовать пояс, берегите себя, свой позвоночник. Я буду делать с ним, мне это не зазорно абсолютно, потому что осевая нагрузка, то есть нагрузка, которая давит на позвоночник, она может неплохо так потрепать ваши больные места. На сегодняшней тренировке у нас акцент на среднюю дельту и немного переднюю, но передняя она второстепенно всегда работает. Вот. Как мы можем это сделать? В базовом упражнении берем жгут. Нет, мне нужен фиолетовый. У меня сегодня по программе фиолетовый жгут. Поджимаем под себя. Придерживаем здесь одной рукой и второй рукой, вот таким вот образом, мы сейчас будем толкать вверх и работать как раз таки средней дельтой и передней дельтой. Вот, пояс надет, позвоночник свой обезопасил, остеохондроз не даст о себе знать, поэтому работаем, корпус прямо, плечи, вот здесь они опущены в этом моменте, да, и работаем. Мы тянем вверх. И стараемся не вот так вот поджимать, потому что здесь начнут работать трапеции. Мы именно работаем дельтами. Семь. 8 было бы грязным. Мы до этого не доводим. Подкаст не работает. То же самое на другую сторону. Поджали и погнали. Фу. Отлично. Тоже базовое упражнение. Здесь стоит отдыхать подольше, 3-4 минуты. Мы закончили наше базовое упражнение, то есть на спину у нас было 3 подхода, на грудь было 3 подхода, на плечи я сделал 2 подхода. Вот, они были базовые, они общие, то есть в них были второстепенные мышцы. Допустим, когда мы тянули спиной, работал бицепс, когда мы толкали грудью, работал также трицепс, когда мы поднимали дельтой, работали средние дельты, передние дельты и еще трицепс немножко помогал. Теперь наша задача изолировать эти второстепенные мышцы. Сейчас мы работаем над бицепсом. Вот. Функция бицепса – это сгибание руки. Вот. А также еще немножко подъем вот такой руки вперед вместе с передней дельтой. Итак, над правым бицепсом я уже поработал, снял очень криво, ничего не было видно, оказывается. Вот. Поэтому сейчас я делаю на левую руку. Как мы это можем сделать?
Соответственно, берем ножку вот таким вот образом, уводим назад. Если это левый бицепс, мы уводим ногу назад, чтобы... Для чего? Чтобы бицепс был растянут. То есть в любом упражнении мы стараемся сделать так, чтобы упражнение, целевая мышца была в максимальном растяжении, а потом в максимальном сокращении. Здесь бицепс таким образом как раз таки и растягиваем. Отлично. Встали, бицепс растянули и делаем сгибание руки. О, бицепс будет расти. Вот, он на самом деле очень хорошо проработал, когда мы еще тянули. Вот сейчас мы его добиваем таким изолирующим упражнением. Вот, на самом деле, если у вас прямо значительно отстают бицепсы от другой группы мышц, вы можете сделать здесь еще один подход, сделать два подхода. Я сам сегодня буду делать только один подход, изолирующий на бицепс. Отлично. На правую руку. Ух. В общем, правую руку, помните, да, я убил уже до этого. Я возьму вес поменьше. Вот, покажу, как она будет работать на правую руку. Ножку назад, согнули и сгибаем руку. Дышим. Фу, отлично. Когда мы держим кисть вот именно таким образом, да, изгибаем, работает в большей степени вот эта внутренняя часть бицепса. В следующей тренировке мы будем работать над внешней частью бицепса и над брахиалисом, но это потом. Фу, отлично. Все хотят бицепс, да, сверкать им, вот такие всякие штучки делать. Вот, классная вещь. Это изолирующее упражнение. Здесь работает только бицепс, немножко предплечье еще, конечно же. Вот, оно так сильно пульс не разгоняет, поэтому здесь отдыхать можно недолго, допустим, 2 минуты. Этого будет достаточно. Следующее изолирующее упражнение будет направлено на проработку трицепса. Вот. Это как раз-таки самая большая мышца руки, поэтому о ней не стоит забывать. Если хотите широкие руки, делайте на нее акцент. Вот она довольно большая, можете даже вот сбоку посмотреть. То есть тут не сколько бицепс на себя может внимание привлечь, да, это именно трицепс на ширину. Вот, поэтому давайте его изолируем и поработаем над ним. Как же сделать так, чтобы трицепс был хорошо растянут? В каком положении он будет хорошо растянут? Давайте вот такой вопрос. Когда рука поднята вверх. Здесь, когда мы ее уводим, она неплохо так растягивается с этого места и на пике сокращается тоже довольно хорошо. Сделать мы это можем следующим упражнением. Уводим руку назад, жгут фиксируем под, жгут фиксируем под голенью. Немножко резинку натянули, чтобы вот оно уже в этом положении, да, уже было растянуто хорошо. Вот. Мы трицепс растянут и отсюда разгибаем руку и сокращаем трицепс. Девять чистых повторений. Вот, соответственно, следующую тренировку я уже буду делать со жгутом потяжелее, с фиолетовым, либо объединю черный с красным. Там посмотрим по ощущениям. Вот, отлично, трицепс хорошо проработал. Теперь делаю на другую руку, уже на левую. Еще раз, я об этом вам не сказал, только начал. Когда мы делаем упражнение, вот именно положение подготовительное,
оно уже должно быть под натяжением, жгут уже должен быть под натяжением всегда. То есть мы не просто, вот, допустим, вот так вот держим жгут, да, мы его сразу же натянули, трицепс натянут, и отсюда делаем разгибание. Отлично. Трицепс мы изолировали. Осталось изолировать среднюю дельту. Предфинальное изолирующее упражнение, которое будет направлено на среднюю дельту. Как мы будем ее делать? Встаем, фиксируем жгут под ногой, немножко шире. И сейчас мы будем как раз делать разводку. Жгут зафиксирован, соответственно, дальше мы разгибаем руку, вводим ее в сторону. И здесь работает отлично средняя дельта. Вот. Положение должно быть, именно, видите, в одной плоскости, предплечье и плечо непосредственно. Вот. И в один момент локоточек становится чуть-чуть выше предплечья. Таким вот образом. Можно также увеличить плечо силы и сделать руку вот так под натяжением и выводить ее вот таким образом. Здесь уже как вам комфортнее, как вы лучше чувствуете дельту. Либо на полном растяжении руки, либо вот так вот немножко согнуть и делать таким вот образом. То же самое делаем на другую сторону, на другое плечо. Фу, устал. Устал, но, блин, такой кайф, так нравится. Делаем также на левую руку. Натянули. Не забываем, кстати, плечи немножко назад уводить. То есть мы не просто вот так вот стоим, плечо назад ввели, лопаточки слегка свели. Вот и отсюда работаем. Либо таким образом, либо делаем больше плечо сил. Растягиваем во внешнюю сторону. Неудобнее так. Покажу, как это будет выглядеть сблизи. Вот мы поднимаем, мы прямо делаем мах, можно сказать, средней дельтой. Можно это упражнение усложнять, чтобы дельта была растянута. Но для этого нужен какой-нибудь фиксатор нам. Давайте я попробую сделать просто ноги пошире. Вот, то есть уводим сюда плечо. Вот видите, оно здесь уже растянуто. И отсюда, вот уже из растянутого положения, можно выгибать, разводить, делать мах. Фу. Это еще более эффективно будет. На другую сторону. Хорошо забил. Растянуто. Сокращена. Растянуто. Сокращена. Отлично. Таким образом мы изолировали наши плечи, нашу среднюю дельту. Итак, мы почти закончили. Осталось финальное упражнение на наш любимый и чудесный пресс, на наши брюшные мышцы. Функция брюшных мышц – не подъем корпуса, как мы всегда делали на физре. Функция брюшных мышц – это скручивание, сгибание корпуса, либо с этой стороны, либо со стороны таза. Вот именно за это отвечает пресс. Соответственно, как его проработать? Вот точно такими же движениями мы и делаем. Сегодня мы будем делать с верхней стороны. Легли, руки за голову, либо так, как удобно. Вот, плечи немножко вперед, чтобы как раз это место скрутить. И делаем скручивание. Выдох, вдох, выдох, вдох. Если вам этого упражнения недостаточно, можно его усложнить довольно интересным способом, еще задействовать при этом косые мышцы. Вот. И, соответственно, немножко поработать боками. Для этого мы делаем вот такие круговые движения.
Это наиболее эффективное упражнение на брюшной пресс. У него нет отдела верхнего или нижнего, но можно прорабатывать как раз таки снизу и сверху. Вот. Сегодня мы работаем больше над верхней частью, то есть мы работаем именно корпусом. Вот. На следующей тренировке мы будем работать тазом. Отлично. Так вы можете сделать 2-3 подхода. Здесь можно прямо не застаиваться в этом плане. Вот. Сжечь его как следует. Продолжаем. И вот такие круговые движения. Какое чудесное ощущение. Немножко добью. То есть лопатки мы отрываем, поясница на месте. Работаем только корпус. Отлично. Надеюсь, меня видно. Вот. Делаем второй подход. Здесь отдыхать можно не так много. Отдыхать по минимуму. Я не могу закончить подход, извините. На сегодня основных упражнений все. Мы все сделали, мы проработали все наше тело. Это была full body тренировка со жгутами. Вот, осталось сделать самое главное в окончании тренировки. Это растяжку. Растянуть все мышцы, чтобы они легче восстанавливались, быстрее согнать с них молочную кислоту. Это то, из-за чего ваши мышцы горят. Вот, делаем мы это таким вот образом. Начинаем растягивать. Допустим, дельты. Вводим руку. Растянуть грудь и бицепс таким образом. То есть мы фиксируем руку сзади и немножко подаем грудь вперед. Тянутся грудные мышцы. При этом растягивается также бицепс. Давайте я покажу. Другой рукой. Я вам сейчас показываю быстро, просто имейте в виду, что растягивать надо секунд 30, 30-40. Это в идеале. Вот. Соответственно, можем увести руки назад. Тянем трицепс. Уводим за голову и уводим локоточек. Также с другой рукой. Растягиваем брюшные мышцы. Отлично. Растянули брюшные мышцы. Дальше приступаем к растяжке низа. Это может быть ягодичные мышцы. Таким вот образом садимся и тянем. О, хорошо, как тянутся ягодицы. На другую сторону. Здесь также можно сделать перекаты как бы подобного рода. Отлично. У меня жена подсказывает это упражнение на раскрытие таза. Раскрываем таз, дорогие друзья, особенно мужчины. Отлично. Растянем немножко заднюю поверхность бедра. Делаем так называемую складку. Если у вас не получается опуститься низко, ничего страшного. Вы тянете здесь, вам не нужно склепку делать эту. Вот просто натянули, чувствуем, как растягивается. Отлично. Здорово. Также сделали с икроножными мышцами. Натянули. Подержали секунд 30-40, да, как я говорил. То есть прям должны в статике их натягивать. Отлично. Не забываем о квадрицепсах.
Садимся на колено, немножко вперед. И таким образом тянем переднюю часть бедра. Отлично. Растянули квадрицепсы. Всю основную группу мышц мы растянули. Еще раз, это нужно для лучшего восстановления ваших мышц. Мы быстрее изгоняем молочную кислоту из забитых наших мышц. Вот. И это поможет вам быстрее восстановиться и приступить к следующей тренировке. Отлично. Тренировка подошла к концу. Это была первая тренировка из трехдневного full body цикла, которым я поделюсь. Вот. Вторая и третья тренировка, принцип будет схожий, но будут меняться упражнения, поэтому они тоже вам будут интересны. Вот. Надеюсь, это видео, моя тренировка в целом будет для вас всех полезна и интересна. Еще один важный момент. Я сам провожу удаленные тренировки персональные. Если вы считаете, что вам нужен зоркий глаз тренера, который подточит вашу технику, подскажет ошибки и подскажет, что делать лучше, вот, пишите мне, я на связи любое время, я буду рад проводить для вас онлайн-тренировки по данной программе Full Body, для которой нужны только жгуты и резинки. Буду рад, если это видео будет для вас полезно. Делитесь своим мнением, пишите через несколько месяцев, когда увидите результат. Вот. Если нужно будет что-то подточить, если где-то будут какие-либо больнючие упражнения и для вас дискомфортные, тоже пишите либо в комментарии, либо мне. Я подскажу, каким упражнением можно заменить то, которое вам не особо полезно. Отлично, я на связи. Всем спасибо. Да здравствует спорт!